Автономность до 11 часов с выключенным шумоподавлением. Эргономичный дизайн, не боится ни пота, ни брызг, быстрая беспроводная зарядка, сенсорное управление этапами, активное шумоподавление лучшее на рынке и режим прозрачности. Качественный звук, быстрая пауза удерживающим касанием, экологичная упаковка для тех, кто переживает за природу, удобное приложение и кодек LDAC, конечно, на борту. Возможно, вы еще не поняли, о чем я говорю, хотя вы уже видели название. Сейчас подробно расскажу. Tube 931, всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал без мата, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Самые постоянные — это 5 ми-бендов 6 серии, разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Все мои контакты также в описании, подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о новинке беспроводных наушников Sony WF-1000XM4, которую я тестирую, кстати, уже почти месяц. Полетели! Перед тем, как начать, хочу поинтересоваться у вас, заботитесь ли вы об экологии и как относитесь к перерабатываемому материалу. Коробка тут как раз весьма компактная, сделана из переработанных материалов, кроме этикеток. На вид все это дело такое себе, как и на ощупь. Никогда бы не сказал, что такое оформление может входить в такую стоимость наушников. Комплектация тут небольшая, зарядный бокс, наушники, кабель для зарядки USB Type-C, пара сменных амбушюр, не считая тех, которые уже на наушниках, и стопка макулатуры, в которой изредка проглядывают знакомые буквы. Амбушюры пенные, достаточно приятные, о коробке оставлю свои комментарии при себе. Комплектация полноценная, но вроде и чего-то не хватает. Возможно, такие ощущения сложились, потому что коробка очень маленьких размеров, и туда все напихано. Либо потому что даже аромата клея нет. Непривычно. Хотя, с другой стороны, это же не Китай. Но хочу отметить, чехла даже не положили. А в китайских наушниках по 30 баксов есть. Ладно, летим дальше. Бокс изготовлен из матового черного пластика, тактильно не особо приятного, так как к рукам он шероховатый и издает весьма неприятный звук, когда ты его трогаешь, лично для меня. В продаже имеется два цвета, черный и белый. Помним, что белый очень непрактичный цвет, а тем более с таким качеством пластика. Все довольно быстро испачкается. Хотя качество-то может быть и высокое, но тактильно, еще раз повторяю, лично мне он не понравился. Царапина собирает кейс очень медленно, и это огромный плюс. Габариты у кейса небольшие, 67 на 29 на 40 мм, а вес в 40 граммов. В кармане много места бокс не занимает, вместе с телефоном кинуть можно. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, логотип компании-производителя, практически мало кого интересующая информация с некоторыми спеками на дне, и у крышки проглядывается индикатор, который видно в закрытом и открытом положении крышки бокса. У крышки люфт есть, и это эпичный фейл, учитывая стоимость, которую я буду 10 тысяч раз за этот ролик вспоминать. Одной рукой открывается он легко, крышка открывается до щелчка фиксации, и в этом положении она добровольно не захлопнется. Внутри все стандартно, два глянцевых места под ТВС-ки, в которых расположены по 3 контакта для зарядки. Магниты внутри бокса хорошие, наушники не гуляют от слова совсем. Притряски не вылетают, и даже если приложить немало усилий, у меня получается вытрясти только один. При закрытии кейс издает добротный хлопок. Емкость аккумулятора бокса и наушников производитель оставил в тайне, но в целом самое главное — это тесты на автономность. Но на просторах интернета я нашел обзор, где их разбирали, и там была указана емкость 520 мАч. Полностью от 0 до сотки заряжаются они за 2 часа. Быстрая зарядка на борту, беспроводная зарядка тоже на борту. Наушники от бокса можно зарядить 2 раза, что довольно немного. Саморазряд не ощущается. Летим дальше. Наушники изготовлены из такого же материала, как и кейс. Первые мои впечатления, когда я их увидел, были весьма смешанными. Но в голове моей прозвучал вопрос, что это и с чем это едят. Дизайн неплохой, но габариты просто огромные, как и у третьей версии, но третья чуть-чуть другая просто. Размер одного наушника 27 мм на 21 на 28 мм, а вес одного наушника с амбушюром 7 граммов. По посадке подойдут далеко не всем, примерно по мне одному из 10, хотя, учитывая отзывы, они подходят каждому второму. При длительной носке уши, конечно, не устают, но нет чувства надежного положения наушников в ушах. При занятиях спортом преследует ощущение, что они вот-вот выпадут, и у некоторых людей они выпадают по отзывам. Из рук убегают на ура, но на земле их не так уж долго искать. Логично при таких-то габаритах. На корпусе каждого наушника расположены по 3 контакта для зарядки, рядом с ними отметка правого и левого наушника. 2 микрофона, сенсор приближения и сенсорная панель управления тапами. Из тапов есть включение-выключение шумоподавления, управление вызовами, воспроизведение паузы, переключение треков в плейлисте, вызов голосового помощника, регулировка громкости и включение-выключение режима прозрачности. Оснащены наушники интегрированным процессором V1, разработанным Sony, и 6-миллиметровым динамическим драйвером. Активное шумоподавление тут просто топовое, но к нему придется привыкать, так как во время езды на велосипеде, допустим, начинает штормить люто. Режим прозрачности работает реалистично и не раздражающе, но есть фоновые шумы. Анимация на некоторых смартфонах имеется при первичном подключении, заряд в шторке, конечно же, виден. По одному наушники работают, переподключаются бесшовно, но через секунду воспроизведения появляется голосовое уведомление.
приближения. После извлечения наушников из бокса подключаются автоматически к ранее сопряженному устройству. Мультипоинт здесь не завезли, и это нормальный такой фейл за такие деньги. То, что его нет, это нереально удивительно. Сенсоры приближения работают с небольшой задержкой, отыгрывают они на 50% громкости. Лично у меня 7 часов 45 минут с включенным шумоподавлением и 11 часов 50 минут с выключенным. В режиме разговора проживут около 5 часов с включенным шумоподавлением. Полный цикл зарядки длится 1 час 20 минут. Защиту от влаги завезли скромную IPX4. После моих замечательных тестов с ними все хорошо, иначе бы я так задорно о них не рассказывал. Приложение к наушникам называется Headphones Connect, доступное на Android и на iOS-системах. Оно и раньше и было. Третьи Соньки подключались к этому же приложению. В приложении на главном экране доступен заряд каждого наушника и бокса в процентах. Есть 3 вкладки: статус, звук и система. Во вкладке наушники, вкладки информация и советы. Во вкладке статус доступно управление шумоподавлением и перелистывание треков с изменением громкости. В шумоподавлении можно активировать изучение часто посещаемых мест. Далее вкладка звук, тут управление шумоподавлением и режимом прозрачности с возможностью изменения мощности. Плюс можно выделить фокус. После активации данной функции при диалоге и правда голос звучит более четко, хоть и окружающие шумы совсем слегка приглушаются. Ниже идет включение-выключение общения в чате, эквалайзер с пресетами и ручной настройкой. Откликается на настройки хорошо, анализ формы уха, оптимизация приложения и активация DSEE Extreme. В третьей вкладке «Система» имеем выбор голосового помощника, изменение этапов, настройка работы окружающего шума, включение-выключение сенсоров приближения, голосовые уведомления и русский язык тут доступен, что хорошо. Самое главное в приложении — это обновление прошивки. Кстати, мне на днях как раз прилетела обнова, но особых изменений после нее я вообще не заметил, если честно. Bluetooth здесь версии 5.2, чип вроде бы медиатековский MT2822S. Из кодеков есть SBC, AAC и заявленный кодек LDAC. Через 2 стены наушники не отваливаются, задержки на YouTube не ощущаются, а вот в играх задержки заметны глазу даже хорошо. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны работают отлично, голос не искажают, окружающие шумы глушат на ура. Ветер сильно не пропускают. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Sony 1000 XM4. Я их купил лично в магазине Sony. Они огромные, они неудобные. Возможно, поэтому вам не понравится мой ролик, потому что я считаю, что, скорее всего, 28 тысяч рублей за это, ну, как минимум, неразумно. Но как работают микрофоны, вы должны знать, потому что мой канал обозревает практически все беспроводные наушники. Разумеется, у беспроводных наушников чуть ли не основное качество — это функция гарнитуры. Сейчас мимо меня проехал мотоцикл. Надеюсь, вы его слышали хуже, чем мой голос. Уверен, что микрофоны, если даже сейчас не очень у Sony, они будут в перспективе допилены. И какие еще моменты хочется осветить. Подключаются они быстро, подключаются они просто, даже к айфонам просто подключаются стандартно, без каких-либо кнопок. В ролике об этом вам тоже еще не раз скажу. Достаете наушники, удерживаете сенсоры, они входят в режим сопряжения. Просто и элементарно. Ощущение от пластика не на стоимость, хотя он качественный. Ощущение от размеров не на стоимость. Можете 1000 раз мне писать, что Саня, ты не прав, это же премиум продукт, но помним, что есть Sony 1000 с надписью не 1000 XM4, а XM3, и они, по мнению многих даже владельцев и тех, и других, звучат лучше, только стоимость у них в 2 раза ниже. И все, и все. И да, я думал, когда я их примерял, что они не такие комфортные. Нет, вот эти некомфортные.
Плюса вы, если захотите, посмотрите в правом верхнем углу обзор на третий. Почему? Потому что там даже комплект был круче. То есть ощущение от девайса было изначально лучше. Может быть у меня что-то изменится после тестов, но пока только так. В помещении, конечно же, микрофоны работают отлично, смысла записывать нет. На улице здесь сейчас так. Звучание у них хорошее, достаточно объемное и реалистичное. Характерный тембральный окрас есть, притом он не мешает. Басы не убивают перепонку, а вы их слышите. Хотя мне лично немного не хватало середины и хотелось всегда подергать ползунки эквалайзера. После того, как настроил под себя, все равно ощущение, что это что-то не то осталось. При этом звучание не темное. На 100% громкости появляется незначительная каша, особенно касается низких частот. Громкости я не уверен, что хватит всем. Даже для меня это было не супер громко на сотке. Их звучание можно в принципе описывать бесконечно, но в стоке, если сравнивать с третьей версией, которая все еще у меня на руках, эти проигрывают как по объему, так и по реалистичности и детальности. По звуку Sony однозначно на данный момент лично для меня сделала шаг назад. Притом будет ли шаг вперед после обновления четверки, вопрос открытый. У четвертой версии относительно третьей есть излишек баса, скажем так, в четверке бас излишне упругий, не натуральный он, хотя, как говорят, у всех фломастеров вкус разный, притом и для всех. Ну а перекосы по частотам в принципе не ощущаются даже в стоке, то есть здесь вопрос ваших предпочтений. Но вау-эффекта, к сожалению, от этой пары по звучанию я не ощутил. После тройки, опять же, хорошие наушники, но ожидалось, конечно, большего. И, разумеется, все будет зависеть, по какому кодеку вы будете слушать эти наушники и какого качества записи. Потому что даже если вы будете слушать Deezer во флаке, не факт, что вы услышите то же самое, что если будете слушать CD-шные записи через LDAC. Ну а в целом по звуку еще раз хочу отметить, что обязательно, учитывая стоимость наушников, идите их и слушайте со своего источника, конкретно записи, которые вы будете слушать. Потому что здесь можно 1000 раз рассказывать, как я оцениваю звук, главное, как вы его оцените. Из минусов нет мультипоинта, люфт у крышки бокса, задержка в играх, очень громоздкие и неудобные в ухе для многих. Коробка маленькая и неудобная, и чуть ли не основное это цена, она излишне огромная. Я считаю, что в 2 раза дороже, чем прошлая версия, ну не могла стоить эта четвертая, но она стоит. С телевизорами задержка люта у меня и у многих пользователей по отзывам. Многих напрягают своеобразные удары, когда шаг сильный делаешь, наушники как будто отстукивают обратно, но все опять же зависит от формы ваших ушей. И такого рода девайсы это инструмент, и вот конкретно четверку прямо настраивать ну очень долго и упорно нужно. Проще говоря, это наушники не для людей, которые как AirPods Pro вставил в наушники, к айфону подключил и пошел. Здесь нужно не только голову включать, но и фантазию. И может быть себе еще нафантазировать, насколько хорошо они играют, потому что опять же я вау-эффекта не ощущал, в отличие от тех же полноразмерных Sony 4, когда я их купил. С другой стороны, это же затычки. Цена чуть больше $300 по ссылке в описании к видео. Если будут промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики на это дело. 23 числа, кстати, на Али начинается сейл, 22 я сделаю гайд по распродаже, расскажу, что я планирую покупать, какие супер выгодные предложения, вплоть до того, что там вы купили и решите перепродать на Авито, и вообще, как я оцениваю то, как раскидывают сейчас промокоды и купоны, а купонов уже море раскидали, я думаю, распродажа будет хороша. Резюмирую, за такую цену трудно сказать, что я прям в восторге от этих наушников. Несмотря на адекватное звучание, их форма это просто нечто. При занятиях спортом у многих из ушей они вылетают, у других сидят как влитые. Но здесь, мне кажется, зависит от заряженности человека, потому что когда ты покупаешь за такую цену наушники, они тебе либо начинают очень сильно нравиться, либо очень сильно не нравятся. Функция шумоподавления ветра работает прекрасно. Лучше, чем на всех других ТВС, работает активное шумоподавление, только ее нужно включать в приложении. В уши приходится заталкивать их чуть ли не силой практически каждому второму, но я уверен, что есть люди, которым они подойдут и будут сидеть как влитые. Но мне, к сожалению, по форме они не зашли так же, как всем моим знакомым. Еще есть вопросы по поводу сборки и качества пластика. Опять же, это вопрос открытый. Кому-то нравится, кому-то нет. Я видел и лучше. Я лично не ожидал встретить люфт у крышки у ушей за цену больше $300. Перед покупкой очень советую по возможности их поюзать, потрогать их бокс, чтобы не разочароваться, потому что стоят они как хороший смартфон. Не забываем подписываться на канал с колоколом. Обязательно пишите в комментариях свои вопросы, что вы бы хотели увидеть на обзоры, постараюсь купить. Mi Mix 4 купил, Huawei P50 Pro купил, так что в Петербурге будем сравнивать, насколько хорошо они снимают. Скоро, я надеюсь, придут. Девайсы очень скромные и спорные, аудиофильское не мое. Однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.